Привет, друзья! Бренд Redmi в рамках своей презентации представил три новых смартфона Redmi K70, 70 Pro и 70E. Первые два устройства это флагманы, у них похожий дизайн, но младшая версия слегка урезана в плане чипсета и возможностей камеры. Версия K70E проще и дешевле, чем две другие новинки, но выполнен в похожем стиле. Все новинки это топ за свои деньги, поэтому давайте рассмотрим их ближе. Подписывайтесь на канал. Поехали! Начнем с Redmi K70 и K70 Pro. Все технические характеристики новинок вы видите на своем экране. В обеих моделях используется металлическая рамка и массивный блок камер. Основной сенсор Light Hunter 800. Redmi K70 Pro также получил 12-мегапиксельный ширик OmniVision и портретный телеобъектив Light Hunter 400 на 50 мегапикселей. Экраны у смартфонов одинаковые. Redmi K70 и 70 Pro первые на рынке мобильные устройства, которые получили дисплеи в пике яркостью в 4000 нит. Кому это надо, может быть для Арабских Эмиратов, где солнце печет круглый год. Правда, этот рекорд продержится недолго. В начале декабря представят OnePlus 12, про который я обязательно расскажу. Для него заявлена OLED-панель с яркостью до 4500. Видимо, для тех, кто собрался лететь к солнцу. Стереодинамики с Dolby Atmos и защита корпуса IP68 присутствует в обеих моделях. Помимо базовой версии 70 Pro в продажу поступит спортивная модель Redmi X автомобиля Lamborghini. Не первый раз, когда бренд выпускает смартфоны в партнерстве с известными производителями авто. Теперь про стоимость двух первых новинок. Начинаются от 31 тысячи рублей и заканчиваются 55 тысячами рублей за K70 Pro, за самую жирную версию. Все остальные цены вы видели на своем экране. Теперь про Redmi K70E. Аппаратной базой нового смартфона стал чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra, оперативкой LPDDR5X, постоянная UFS 4.0, батарея на 5500 мАч с быстрой зарядкой на 90 Вт. Как и старшие смартфоны, Redmi K70E использует 12-битный OLED-экран с диагональю 6,67 дюйма с кадровой частотой 120 Гц. Правда, разрешение здесь 1,5К, а пиковая яркость указана в 1800 нит, чего вполне хватает. Частота шим тоже ниже 1920 Гц. Основная камера на 64 мегапикселя, две другие камеры, ширик на 8 и макро на 2 мегапикселя, спереди 16-мегапиксельная камера. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. У аппарата также есть модуль NFC и стереодинамики с Dolby Atmos. Толщина корпуса 8 мм. Телефон работает на фирменной HyperOS. Цена всего лишь от 25 тысяч рублей. На родине, конечно, в Китае за версию 12-256 гигабайт. Все новинки уже можно заказать на китайском рынке. Чтобы не пропустить все самые лучшие цены, подписывайся на мою группу в Telegram, подписывайся на канал, впереди будет много интересного. Спасибо за лайки. Пока-пока.